Приветствую любителей микрореактивной тяги. Это вторая часть видео изготовления микроскопических турбин для очень маленького реактивного двигателя. В прошлом видеоролике сделал вот такие блинчики. Теперь нужно сделать на них лопатки. Изготовление будет наполовину станочное, наполовину ручное. Для станочной обработки будет использоваться восстановленный школьный фрезерный станок НГФ-110 ША-4, а также самодельный поворотный столик. Он будет использоваться в качестве делительного устройства. Для ручной механической обработки нам понадобится бормашина, возможно даже две. Ну а также инструмент, который обычно с ними используется. В качестве основного боринструмента буду использовать вот это. Роскошные острые боры, они должны будут неплохо грызть инканель. Здесь есть разные варианты, что должно помочь в работе. Итак, стартуем, ребята, поехали! Будем делать лопатки на турбинах. Вот такие, а может быть даже лучше. Каждая заготовка разной толщины, потому что запланировано делать разное количество лопаток. Где толще, там меньше лопаток, где тоньше, там количество больше. Ну а теперь начинается реальное творчество. Так как заготовки 3, буду делать по разным технологиям. Первую уже вроде бы придумал. Хочу повторить крыльчатку, как на турбостартере. В самом начале лопаток прослеживается характерное закругление. Хотелось бы его повторить. Заготовка уже установлена, она будет иметь наименьшее количество лопастей. Следующие две крыльчатки будут иметь больше лопастей и будут выполнены без закругления внутри. Постараюсь повторить что-то подобное, только в меньшем размере. Ну, то есть тут внутреннее закругление небольшое есть и крутка лопастей. Но они не такие грандиозные, как, например, на турбостартерной турбине. Воспользуюсь старой доброй технологией, обработкой двумя цанговыми патронами. Таким способом можно сделать большой вылет инструмента, и особенно это полезно, когда труднодоступные места. Тем более, что на него цангочки очень дешевые, и у меня есть весь комплект полностью. Первое, что я сделаю, это насверлю отверстий. Сверло твердосплавное. Аккуратненько будем сверлить. Многие постоянно задают вопрос, почему я не на ЧПУ делаю, у меня же есть ЧПУ. Я уже якобы все могу делать на нем. Ребята, ну, например, токарку на ЧПУ вообще никак не сделаешь. А такие работы недоступны, потому что здесь инканель используется. На том ЧПУ портальном, что у меня есть, который мне подарил подписчик, за что гигантское, естественно, спасибо, можно делать лишь детали из дерева и алюминия. И то не такие сложные, как я собрался вот сейчас делать. Ну а теперь ручная обработка пошла. Фрезерую, получается, бор-фрезой. Не классической фрезой, а фрезой для дремеля. Она твердосплавная и неплохо берет инканель. Неплохо, это мягко сказано. Пока что эта железяка крайне отдаленно напоминает турбину, но я стараюсь, ребят, надеюсь, что получится. И представьте себе, что это всего лишь одна из трех. Я буду делать сразу 3 варианта.
Времени на это нужно просто нереальное количество. А также терпение, инструмента и всего прочего. В общем, вот пока что получается. Такая вот железочка из жаропрочной стали из Инканеля. Образуется очень много катастрофически мелкой пыли. Без перчаток работать нереально, потому что частички впиваются в кожу и потом чешутся как стеклоткань. И приходится еще и выковыривать их ножиком. После этого видно такие черные точки. Но если хочется делать вот такую красоту, то приходится терпеть, использовать перчатки и использовать респиратор. Еще одна мега-технология. Хочу завалить края на лопатках. И делаю на поворотном столе вручную. Когда надоедает пилить вручную и плюс когда нужно подровнять, я прибегаю к помощи фрезерного станка. Первый проход делаю очень придирчиво, ну а потом загоняю туда фрезу, копирую, по лимбам запоминаю, где мне нужно останавливаться, и делаю в круговую. Можно сказать, по технологиям ЧПУ, только вручную. По координатам все делаю. Посвящаю эту работу ЧПУшникам. После 8 часов мехобработки получилась вот такая деталь. Как вы видите, здесь даже уже сделано утоншение на лопатках. Но теперь мне нужно их как-то разрезать. Вот теперь думаю, кумекаю, как же это лучше сделать. Отрезным диском никак не сделать, даже на дремеле, потому что здесь закручены лопатки, и они просто не позволят сделать боковую прорезь. Поэтому буду делать фрезой. Переверну сейчас с ног на голову, то есть в обратную сторону, и буду пробовать разрезать 2-миллиметровой фрезой. Безумно интересная штука получается. Если учесть, что это супер-мега жаропрочка, становится аж не по себе, ребят. Фреза ну совсем уж маленькая, тоненькая. 2 миллиметра у нее диаметр. Весит немного. Легенькая. Настроил фрезерный станок. Фрезеровать придется на табурете, чтобы смотреть сверху, что там вообще происходит. Потому что получилась загородка какая-то. Установил поворотный столик под углом и уже немножечко даже попробовал. Вроде бы получается, фреза выдерживает, но нужно очень-очень аккуратно. Я прям совсем по молекулам передвигаю. Но думаю, все получится. Такое ощущение, что это какая-то финальная стадия, хотя я не уверен. Так, ну, понеслась. В крайне неудобном положении приходится работать. 2 часа непрерывной работы и пропилы готовы. Уже начинает становиться похоже на турбину. При этом сломал одну фрезу. Остался только хвостовик, а один кусочек здесь еще до сих пор в турбине находится. Вот он, нужно его как-то извлечь. Сломал по дурости, просто не в ту сторону крутнул маховичок резко. Все происходит на ваших глазах. На самом деле ничего нет невозможного. Даже такую сложную вещь выпилить. Причем буду делать в разных вариациях. Какая-то да заработает. Вот что получилось. Это черновой вариант без финишной обработки. Естественно, нужно финишировать еще, нужно еще внутри облегчать. Но
пока я не сделал остальные две турбины, этим заниматься не буду. В общем, сейчас приступаем к следующей. И в этом видео, наверное, будет все, ребята. Потому что слишком уж большие трудозатраты. Ну вот так получается. Лопатка загнута винтом. У каждой лопатки есть возле корня карман такой полукруглый. Ну а снаружи она более-менее развернута. Но все равно имеет такое закругление для удержания воздуха. Можно без преувеличения сказать, что она уже даже работает. Итак, это первый запуск турбины. Ну вот как-то так. Приступаем к следующей. Следующая будет по-другому сделана. Абсолютно по другой технологии. Следующая турбина будет точно такого же диаметра. С точно теми же параметрами внутреннего диаметра и отверстия. Но лопаток будет значительно больше. И пропускное сечение общее, то есть вот это, междулопаточное выходное сечение, тоже будет иметь большее значение. Какую делать третью, я пока не придумал. Сейчас мы все рассчитаем. Фрезеровать опять придется из-за угла, поэтому по-человечески заснять этот процесс не получится, и мы сможем лишь насладиться результатом. Итак, угол выставлен, поехали. По лимбу передвигаю крайне медленно. Одно деление 2,5 сотки. Можно заметить, какая скорость обработки. Такое ощущение, что уйдет около 3 часов на эту процедуру. Не сделал даже половину, а уже угробил 2 фрезы. И 2 осталось всего лишь. Не знаю даже, что из этого всего получится. Просто нервы не выдерживают, потому что на один пропил уходит около 10 минут. Здесь их 21. Очень медленно приходится работать. При попытке как-то хоть чуть-чуть ускориться, ломается фреза. Но это и понятно, фреза 2 мм всего лишь в диаметре. Получилась пока что, ребят, вот такая заготовочка. Опять сломалась фреза, вот она здесь. Я ее еще не вытаскивал, но она легко вытаскивается. В общем, фреза тупится и ломается. Нужно очень часто точить. Получается, где-то через 7 проходов нужно точить фрезу. В общем-то, одна фреза у меня еще осталась. Вот она как выглядит, новенькая. Даже и не знаю, что делать. А есть еще одна заготовочка, нетронутая. Но ее я уже, видимо, буду делать по другой технологии, с более толстыми фрезами, 3-миллиметровыми. А чтобы доделать эту, скорее всего, придется заказывать еще с десяток фрез. Потому что здесь еще очень много фрезеровать. Я ее решил сделать практически всю фрезерованную, с минимумом ручной обработки. Так что такие дела. На данный момент вот что мы имеем. 5 заготовок. 2 я выточил заранее, то есть без видео. Это те, которые я вам обещал показать. Это были тренировочные. Первая не совсем удачная. Здесь я распил, делал кругом от болгарки, все на том же НГФ. Неудачная по причине сильного истоньшения одной из лопаток. Вот она, самая тонкая лопатка. Но это в принципе решаемое дело. Эту турбинку тоже можно обточить. Второе поколение. Экземпляр, который по качеству подходит для установки в реактивный двигатель. Но это без чистовой обработки. Есть подобный вариант, изготовление которого вы видели в этом видео. Это вот эта турбинка. Это третий вариант. Третье поколение. Здесь больше фрезерной обработки, она точнее и у нее гораздо сильнее закручена вот корневая часть лопатки. Также есть еще 2 варианта, которые я обязательно доделаю, но уже в следующем видео. Ну а потом займемся финишной обработкой и нужно будет решить с балансировкой. Ребята, у меня на этом все. Кому интересно самодельное изготовление турбореактивных двигателей на Дону и на дому, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.